Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. А в сегодняшнем видео я вам предлагаю вместе со мной связать вот такую игрушку, набирающую популярность сейчас. Уже очень многие ее вяжут, да и вообще продается даже шитая такая. Это осьминог, он двухсторонний. Если мы его вывернем, то увидим другую мордашку и другим цветом выполнена эта сторона игрушки. Давайте свяжем ее вместе, вооружайтесь инструментами и пряжей. Дальше расскажу, что нам понадобится. Итак, сегодня мы с вами используем плюшевую пряжу. У меня это вот такие два цвета. Гималая Вельвет. Хотела найти Dolphin Baby, но в магазине были какие-то мрачные, неяркие цвета. Поэтому для игрушки я решила взять то, что будет поярче. На пряже сейчас я подробно останавливаться это и не буду. Давайте напишу в описании под этим видео, какой был расход и какие номера пряжи я использовала. Чтобы вы в любой момент могли включить видео, посмотреть описание и найти всю информацию о пряже, а не пересматривать и не искать, где я об этом сказала. Также нам понадобится сегодня еще пряжа черного цвета и белого. Но у меня даже не совсем белый, это молочный. Это Yarnart Jeans. Это нам нужно будет из нее связать глазки. Я, правда, пока не знаю, как по толщине она подойдет или нет. Возможно, будет это толстовато. Буду разделять на волокна. Она из нескольких ниточек состоит. Возможно, буду ее делить. Но это уже посмотрю, когда будет игрушка более-менее готова, чтобы понимать, какого она будет размера. Также нам нужно будет немного наполнителя. Это буквально набить лапки. Также использую сегодня крючок номер 3,5. Ну и ножницы. Также приготовьте маленькую иглу, чтобы можно было пришивать какие-то элементы. Долго думала, из какой же пряжи связать на видео сами половинку, потому что они две половинки вяжутся одинаковые. Но решила, что буду вязать из желтой. Первый раз, кстати, вяжу из пряжи Гималая Вельвет. Посмотрим, как она мне понравится в работе. Потом с вами поделюсь своим отзывом, своим впечатлением. Где же моя зажигалка? Понравился мне этот лайфхак, когда вяжешь из плюшевой пряжи, немножко прижигать кончик. Он тогда меньше крошится, вернее вообще не крошится, и удобнее вязать. Да, хорошо, что я выбрала желтую пряжу, а то у меня рыжие ногти, рыжая пряжа, все бы сливалось. Так, начинаем с вами вязание и начинаем вязать тело, она же голова, все, у нас это одна деталь. Для этого мы делаем колечко. Попробую в колечко это провязать. Иногда делаю колечко, а иногда 2 воздушные петли. Сегодня решила с колечка начать. В кольцо мы провязываем 7 столбиков без накида. Если вы делаете с помощью 2 воздушных петель, тогда во вторую от крючка провязываете также 7 столбиков. Так, 4, 5, 6, 7. Затягиваем. У меня это неплохо получилось в этот раз. И дальше делаем 7 прибавок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и последняя прибавка. Сделали 7 прибавок. Здесь я поставлю себе маркер. И переходим к следующему ряду. Кстати, если вы вяжете быстро и вам не нужны такие подробные объяснения с моей стороны, вы можете или ускорить видео, или перематывать постепенно. На ускоренном видео, кстати, очень удобно смотреть, по крайней мере для меня. Дальше мы с вами делаем 1 столбик и прибавку. И так вяжем до конца ряда. Получается, одну и ту же комбинацию мы провязываем 7 раз. 1 столбик,
и прибавка. 1 столбик, прибавка. И так вяжем до конца ряда, и у нас получится 21 столбик. Так, я ряд довязала. Переходим к 4-му ряду, и здесь мы делаем 2 столбика и прибавка. И снова 2 столбика и прибавка. Давайте я уже буду выключать периодически камеру, чтобы долго не провязывать длинные ряды. Вы, я думаю, все равно без меня справитесь. Переходим к следующему ряду. Дальше у нас 5-й ряд, и в нем мы вяжем 3 столбика. 1, 2, 3 и делаем прибавку. И так вяжем до конца. 3 столбика и прибавка. Так, в следующем ряду мы провяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и сделаем прибавку. И снова также провязываем до конца ряда. Как вы уже наверняка давно догадались, мы с вами вяжем просто круг, по правилу круга делая прибавление. И мы сейчас сделали с вами 4 и прибавка. А теперь нам нужно провязать 5 столбиков и прибавка. Давайте сразу расскажу следующий ряд. Дальше мы вяжем 6 столбиков и прибавка. После этого у нас в ряду получается 56 столбиков. Давайте свяжем до этого момента еще 2 ряда и снова с вами встретимся. Еще раз напоминаю, 5 столбиков прибавка и следующий ряд 6 столбиков и прибавка. Итак, смотрите, я провязала эти ряды, у меня теперь 56 столбиков, и дальше нам нужно без всяких прибавлений и убавлений, без изменения провязываем 5 рядов по 56 столбиков. Давайте это провяжем и снова встретимся. Итак, я провязала эти 5 рядов по 56 столбиков. Вот такая деталь у меня получилась. Такая мягкая вязка из этой пряжи получается. Мне определенно нравится. И уже глядя по тому, какая деталь у нас получилась, можно сказать, что осьминожек у нас выйдет весьма и весьма большим. Ну вот и хорошо. Так, давайте приступаем дальше. У нас на очереди 14 ряд, и в нем мы вяжем 5 столбиков и делаем убавку. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем убавку. Я делаю убавку обычную, не скрытую. В случае чего ее и найти проще, и быстрее вяжется. Снова вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем убавку. И так снова продолжаем вязать до конца ряда. В ряду у вас должно получиться 48 столбиков. Так, провязали этот ряд. Дальше свяжем еще один ряд с убавками. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И делаем убавку. Еще раз повторю. 1, 2, 3, 4 столбика. И делаем убавку. Не останавливаюсь как-то подробно на убавках, прибавках. Если вы новичок совсем и не знаете, как эти элементы выполняются, то вы можете у меня на канале найти видео, которые называются «Уроки для начинающих». Отдельный плейлист даже есть у меня на канале, можете в него зайти и посмотреть, там много всего интересного, особенно для начинающих.
Но иногда в такие видео попадают и какие-то лайфхаки, новые приемчики. Даже будет полезно посмотреть уже и мастерицам со стажем. Так, у меня еще чуть-чуть осталось провязать. 4 столбика и убавка. Надоело мне видео выключать. Я сегодня пробую штатив поставить рядом со столом, с краю. Надеюсь, вам все видно. Я периодически контролирую, конечно, где у меня руки находятся в кадре или нет. Но все равно иногда забываюсь и могу его подвинуть. С краю теперь стоит штатив. И чтобы выключить, это надо просто изогнуться и сверху как-то палец загнуть в неестественное положение, чтобы дотянуться до кнопки, которая на паузу видео ставит. Поэтому буду вязать и с вами болтать. Так, я довязала этот ряд, у меня сейчас 40 столбиков. И сейчас эти 40 столбиков мы провязываем с вами без изменений. И могу сказать, что это последний ряд, который мы вяжем в качестве головы и тела в одном лице. Дальше уже будем вязать ножки. Итак, довязали ряд, довязали голову и тело. И теперь переходим к вязанию ножек. Здесь смотрите внимательно. Будет немного сложно, но буду медленно показывать. И если что, перематывайте назад, просматривайте еще раз. Начинаем вязать с 2 столбиков без накида. В следующие петли вяжем первый столбик и второй. Дальше мы набираем цепочку из 6 воздушных петель. Со второй провязанной 1, 2, 3, 4, 5, 6. Находим вторую петлю от крючка и, начиная с нее, провязываем 5 столбиков. Один, 2, 3. Вам, наверное, никакие столбики не видно, я тоже их нахожу на ощупь. 4 и последний столбик. Ну где ты? Есть. Последний 5-й столбик. Вот эту вот ножку мы с вами провязали. Дальше возвращаемся к вязанию. Смотрите, чтобы у вас правильно все тут было. Лицевая сторона должна на вас смотреть, а не так вот, как у меня сейчас перекрутилось. Не начните пришивать ногу в обратном направлении. Так, вот мы провязали первый столбик, второй. Дальше находим непровязанную петлю, вот она у меня, и в нее вяжем 3-й столбик. Здесь хорошенько подтягивайте, потому что здесь вот есть такой промежуток, и он на ощупь кажется, что он прямо большой. Затягивайте здесь, чтобы не было просвета. Дальше вяжем 2 столбика. 1, 2. Все, на этом у нас вот эта вот одна нога закончена. Получается, у нас здесь 2 столбика, дальше 3 и здесь 2 столбика, 5 столбиков. Да, по идее должно все хватить, все должно быть нормально. Я тоже вяжу первый раз, поэтому я схему эту еще не обкатывала. Буду вязать, пробовать вместе с вами. Так, вторую ногу, значит, вяжем также 2 столбика, цепочка, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Со второй провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5,
Да почему с последним сегодня такие у меня проблемы? Пять. Так, нахожу следующую не провязанную по телу. Третий столбик и еще 2. 1, 2. Вот такие лапки у нас получаются. Давайте провяжем дальше таким же образом. Итак, я первый ряд с ножками провязала и провязала уже следующий ряд. Одну ногу из 8. У нас, кстати, проверьте, чтобы ножек у вас было 8. У нас все как у правильного осьминога. Одну ножку провязала, и дальше давайте покажу, как это все вяжется. Не стала уже распускать, потому что петельки вытягиваются, потом будет не очень красиво. Смотрите, вот у меня начало ряда. Я провязала полностью один сегмент. Вы представьте, что у вас вот это вот самый первый столбик в новом ряду. Тут комбинации абсолютно повторяются, поэтому без разницы, с какого места вы будете смотреть сейчас. Хоть я показывала бы с начала ряда, хоть отсюда. Так, смотрите, дальше мы провязываем один столбик. Дальше мы делаем убавку. Получается, что мы захватываем один столбик по телу, вытягиваем ниточку. Дальше уже заходим на ножку, захватываем еще один столбик и провязываем 3 петли на крючке, делаем убавку. Дальше по ножке. Смотрите, мы набирали здесь цепочку из 6 воздушных петель. Одну захватили уже, остается 5. Дальше провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Из 5 3 мы провязали, остается 2. Дальше мы вяжем полустолбики с накидом. Чтобы связать полустолбик, мы делаем накид, вводим крючок в петлю, вытягиваем рабочую ниточку. У нас получается на петле 3, давайте разделю, сейчас 3 петли. Мы берем рабочую нить и протягиваем сразу ее через все 3 петли. Если в обычном столбике с накидом мы провязываем сначала 2 петли и дальше вторые 2, здесь мы провязываем их сразу. Делаем накид, вводим крючок, вытягиваем рабочую нить, на крючке 3 петли. Рабочей нитью завершаем сразу все 3 столбика. 3 петли на крючке. Это мы провязали. Получается, из 5 3 мы связали, 4, и у нас осталась еще одна. Та, которую мы с вами пропускали. Помните, когда мы провязывали 6 столбиков, начинали со второй, и одна петля у нас была как на развороте. Вот сейчас мы находим эту петлю, также делаем накид, находим эту петлю пропущенную, и в нее провязываем 4 столбика, полустолбика с накидом в одну и ту же петлю. 2, 3, 4. Это у нас будет разворот. Дальше переходим на вторую сторону цепочки, которую мы провязывали, и по ней вяжем 2 полустолбика с накидом. Находим следующую петлю. Вот почему, как на видео, так постоянно я промахиваюсь. Без съемки все отлично связала. Это, наверное, чтобы вы посмотрели, что у всех мастериц не все так идеально. Так, вот нашли эту петлю следующую. Сюда провязываем один полустолбик. И в эту же петлю второй полустолбик с накидом. У нас эта часть получилась симметрично первой стороне. Дальше мы провязываем 3 столбика без накида. 1 в соседнюю петлю, второй, и рядышком еще один третий столбик. Дальше у нас на очереди убавка. Одну петлю цепляем, которая на ножке, вторую, которая уже на теле, и делаем убавку. Хорошенько здесь все подтягивайте, чтобы не было лишних у вас отверстий.
И еще один столбик провязываем на теле. Все. Вот, мы провязали одну ножку. Дальше мы продолжаем вязать точно так же. Подходим ко второй, начинаем всю эту комбинацию заново. Один столбик. Дальше убавка. Сделали убавку. 3 столбика. 1, 2, 3. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Первый, второй. Следующую петлю 4 полустолбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Следующий непровязанный столбик 2 полустолбика с накидом. Дальше 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше делаем убавку. Убавочку сделали и еще один столбик без накида. Все, провязали еще одну ножку. Вот смотрите, как у меня получается. У меня уже 3 провязанных. Давайте провяжем остальные самостоятельно, и с ножками у нас будет еще один ряд. Так, смотрите, я провязала 2 лапки, 2 ножки из последнего ряда. Вот такие они у нас будут. Не удержалась, провязала 2, они прям очень так нравятся. Вообще вся игрушка, смотрите, какая классная получается. Еще и второй такой свяжем. Красота будет. Так, давайте вам покажу последний ряд ножек. Также представляем, что здесь у нас начало ряда, и начинаем мы вязание с одной убавки. Один столбик, второй, и провязываем вместе. Сделали убавку. Дальше нам нужно, чтобы у нас в основании ножки не было лишнего объема, поэтому мы провязываем здесь и здесь столбики соединительные. Давайте дойдем до той стороны, тоже это расскажу. То есть, когда мы провязываем столбики без накида, у нас здесь будет полноценная толстая провязка. Мы же делаем 3 соединительных столбика. Вытягиваем рабочую нить и тут же протягиваем ее через петлю на крючке. Так провязываем 3 раза. Сделали 3 соединительных столбика. Дальше 1 столбик без накида. Что я там зацепилась? Так, провязали 1 столбик без накида. Дальше делаем 1 полустолбик с накидом. Провязали. Дальше мы делаем в ближайшие 4 петли по прибавке из полустолбиков с накидом. Делаем накид, находим следующую непровязанную петлю, провязываем столбик. Делаем накид, в эту же петлю провязываем второй столбик. Сделали накид, ищем следующую петлю, провязываем столбик в нее. Делаем накид, в эту же петлю провязываем еще 1 столбик. Понятно, да? В каждую петлю мы вяжем по 2 столбика, полустолбика с накидом. Сделали накид, нашли следующую петлю, в нее провязали полустолбик с накидом. Сделали накид, в эту же провязали еще 1 полустолбик с накидом. Мы провязали 3, значит еще один раз нам нужно сделать прибавку из полустолбиков с 1 накидом. Все, вот они наши 4 прибавки. Вот отсюда до сюда. Дальше мы зеркально провязываем, как и здесь, по этой стороне.
Значит, дальше мы в следующую петлю провязываем 1 полустолбик с накидом. Следующее у нас идет 1 столбик без накида. Следом идут 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. Провязали и заканчиваем эту ножку одной убавкой. Все. Видите, у нас за счет столбиков, вернее соединительных столбиков, здесь получилось узкое место. Дальше у нас идет столбик без накида, он уже повыше. И дальше вот здесь уже в самом, не вверх даже, а на повороте у ножки, здесь мы вяжем полустолбики с накидом. Самые пышные, самые высокие столбики. И за счет этого у нас получается вот такой эффект вот этой ножки. Давайте свяжем следующую еще вместе. И дальше уже провяжете самостоятельно. Начинаем эту комбинацию заново. Провязываем одну убавку. Дальше 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. Теперь столбик без накида. Дальше 1 полустолбик с накидом. В следующую петлю делаем прибавку из полустолбиков с накидом. Первая прибавка. Сделали накид, вяжем вторую прибавку. В следующую петлю третья прибавка. И в следующую петлю еще одна четвертая прибавка. Провязали. Дальше идет одиночный полустолбик с накидом. Дальше столбик без накида. 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. И делаем убавку. Так провяжите все 8 ножек. И на этом эта часть игрушки у нас будет готова. Дальше вам нужно будет провязать точно такую же деталь, но уже другим цветом. Выбирайте, какой вам больше нравится цвет, чтобы он был контрастен с этим. У меня это, напомню, будет вот такой вот оранжевый. Свяжите 2 половинки, и тогда мы с вами встретимся снова. Итак, я уже связала 2 половинки. Вот моя вторая оранжевая половинка осьминогом. Я уже даже тут порепетировала немножко, как ему вставить глазки, как сделать улыбочку. Но глазки еще не закреплены, это просто наметки. Я еще думаю, как это все сделать, но скорее всего этого точно оставлю так. Со вторым у меня начались муки выбора. Я сначала думала сделать ему глазки поменьше. Если у оранжевого у меня сейчас найду какой-то размер 10 миллиметров, вот это 10, то вот это 7. По-разному уже я их сюда примеряла, думала, какие лучше сделать. И никак не могу определиться, какие. Даже нашла вот такие, синенькие. Но опять какие-то слишком испуганные глаза, мне кажется, у этого осьминога с этими глазами. Куда-то уже потеряла второй глаз его. Ну хорошо, у меня их много. Целый пакет вот такой уже 100 лет назад купила и никак не могу никуда использовать. Нравятся обычные черные и все. Или вот такие оставить. В общем, я не знаю даже, как дальше поступить. И теперь у меня из-за этого такой вот ступор. С утра, причем я этим занимаюсь. Сейчас время уже 5 часов, а я с утра думаю, какие глаза мне сделать. Так, ну давайте, надо как-то определяться. И вышивать остальные ему улыбочки. Кстати, думаю еще бровки сделать сюда. Как-то, или я уже привыкла, что и бровки, и глазки, и ротик, и носик, все должно быть и игрушки. В мастер-классе, в оригинальном, с которого я это все делаю, там бровок я не увидела. Но думаю, если их сюда добавить, может и лишним не будет. Ну, в общем, я пошла думать, как придумаю и вернусь.
Все, помощь Жао сработала отлично. Этот остается с такими глазами и улыбкой, но без бровей. А у этого будут вот эти голубые глаза. Брови ему тоже делать не буду. Ну, теперь осталось мне только закрепить эти глазки и вышить улыбку вот этому. И здесь тоже еще никаких узелков, ничего нет. Сейчас все это надо будет закрепить. Так, с глазами я наконец-то справилась. Теперь осталось вышить улыбочку. Причем обычно делают этих осьминогов с грустным, с улыбающимся лицом, с добрыми глазками и со злыми глазками. Я же решила, что они будут у меня просто один улыбается, а другой нет. Если я делала улыбочку, сейчас покажу как. Начинаю с центра, потом в эту сторону, вывожу иглу с этой стороны и обратно иглу вставляю в самое начало. Вот так получалась улыбочка. Здесь будет у меня другая. Берем повыше. Это будет у меня грустный осьминожек. Так и вот так. Вот такая грустная у него будет улыбка. Кажется, на одном уровне. Странный, конечно, это осьминог, он мне какого-то грузина напоминает больше, чем грустного смайлика. Или покороче мне сделать улыбку. Вот, наконец-то я определилась, как сделать мне эту улыбку. Все-таки я ее вышила, все закрепила. Теперь можно продолжать дальше. Смотрите, теперь нам осталось эти две половинки сшить между собой. Теперь нам нужно эти две половинки сложить одна к другой. При этом мы их складываем лицевой стороной наружу, что вполне логично. Так, смотрите, причем я думаю, что я сложу их таким образом, чтобы у меня одна сторона была здесь, а другая в противоположной стороне. Что у нас получится при этом? Когда одна сторона будет, когда желтая будет вывернута наружу, глаза будут смотреть на человека, получается. Когда мы вывернем в другую сторону, то тут же у нас появятся эти глазки у оранжевого. Я преследую эту мысль. Если что, можете сложить их глазки сюда и эти глазки также здесь. То есть вот так. Смотрите, как вам уже больше нравится. Ну а теперь нам остается только сшить эти две половинки. Я начинала это делать плюшевой пряжей. Вот у меня тут кончики остались, которые облезли, и пришлось их вот так завязать. Но я здесь сошью поплотнее, и ничего не распустится. И в итоге это было плохой идеей, потому что сшивать это очень много. Одно дело, когда это маленькие детали, там какие-то ушки пришить, да, где несколько стежков буквально нужно сделать. А здесь очень много, и поэтому постоянно с каждой петелькой мы продергиваем ниточку снова, и она начинает облазить. И, в общем, ничего хорошего из этого не получается. В итоге я уже взяла, это обычная нитка Yarnard Jeans, можете взять, даже, я думаю, швейные подойдут, и их даже будет менее заметно. Но здесь тоже я бы не сказала, что видно, но тем не менее, где-то, если промахиваюсь мимо стежка нужного, вот здесь, допустим, видно. Но не критично, но тем не менее. Но зато здесь я уже не переживаю, что у меня нитка оборвется, либо что-то с ней случится. Я цепляю за задние стенки петли и прошиваю так на протяжении всех этих ножек. Смотрите, когда уже прошила больше половины, я немножко добавляю туда наполнитель, совсем чуть-чуть, буквально вот такой шарик наполнителя, чтобы ножка была более объемная и мягкая. Мне осталось уже прошить тут совсем чуть-чуть. Когда довязала вторую часть, чуть не обмолвилась, что как же быстро вяжется игрушка, как же здорово, может быть, стоит ее попробовать на Валберес, потому что со скоростью вязания на Валберес это, конечно, очень вопрос такой актуальный, потому что сколько я времени потратила, чтобы навязать эти 6, по-моему, игрушек у меня сейчас готово. Очень долго они вяжутся. Ну, хотя вот медведь, который из плюшевой пряжи, он, конечно, вяжется чуть быстрее. И еще в нем
почему быстрее получается его сделать. Ножки и ручки у него ввязываются. Там не надо думать, криво ты пришиваешь, ровно, правильно, неправильно что-то делаешь. Там просто по схеме предусмотрено сейчас вязать ручки. И все, и ты их ввязываешь, не думая. А с остальными медведями и зайцами там, конечно, нужно попримерять, перепрошивать лишний раз, если вдруг что-то криво. И с ними очень долго. Но это схемы еще игрушек такие. Возможно, я потом... Да невозможно, а скорее всего и точно буду пересматривать ассортимент, который отправляю на Валберес. Так вот, это я к чему все? Чуть вам не сказала, что очень здорово это вяжется быстрая игрушка. Но потом поняла, что хорошо я этого не сказала. Потому что я же села пришивать. А это дело очень не быстрое. Ну, хотя, если приноровиться, и если никто не отвлекает, как вот у меня было, я, разговаривая по телефону, пришивала эти все детали до последней ножки. Но, тем не менее, время это занимает. Так, пока я не прошила до конца вторую ножку, надо добавить ей наполнителя. И все, наша игрушка будет готова. На Валберес вообще планировала уже поставку отдать. Вы много спрашиваете, а как продажи, где же новые видео, когда новая поставка, когда это все расскажете. Я уже садилась снимать это видео, но оказалось, что склад краснодарский у нас закрыт, он переезжает куда-то. Возможно, даже я знаю куда. Поговаривали, что он строит свои склады где-то в районе парка Галицкого. Но пока на портале и в других официальных источниках такой информации нет, где он будет. И пока поставки не принимают, поэтому я не могла его оформить на портале. Хотя бы думала, все сделаю до момента уже подтверждения, но нет, он там не дает сделать несколько шагов ключевых, без которых вам ничего не показать. Поэтому придется ждать, пока откроются новые склады и поставка будет уже туда. Конечно, если эти склады будут в районе парка Галицкого, это даже хорошо, мне ближе возить. Так, вот я заканчиваю. Вот эти надо хвостики спрятать туда поглубже и зашить покрепче. Так, все, можно закругляться. И внутрь вводим эту нитку. Нитка хлопковая, с одного узелка ничего не распустится. Все, обрезаем. Все, игрушка готова. Теперь остается только выбрать, какой стороной, на чьей стороне ты, да, как в рекламе. Если нам нужна грустная сторона и желтенькая, выворачиваем сюда. Если нам хочется веселую мордочку, выворачиваем в другую сторону. И вот так выглядит этот осьминожек. Слушайте, ну мне игрушка очень нравится. Мало того, что она очень приятная, большая достаточно. Хотя я вязала и из хлопковой, из Ернарта. И смотрите, вот тут такая голова, да, а это вот. Ну, я поняла, что это фигня полная, и не стала даже продолжать. И довязывать его не буду. Давайте я сейчас камеру подниму повыше и покажу вам получше. Вот что у нас получилось. Очень красивая игрушка. Я думаю, что любому ребенку будет приятно с такой играть. Мне почему-то больше оранжевая нравится.
А когда вязала, мне понравилось больше из желтой вязать. Ну, в итоге больше оранжевая. Наверное, потому что улыбаются и глаза не синие. Все-таки это было не мое решение сделать синие глаза. На этом наш мастер-класс закончен. Спасибо вам всем за просмотр. Спасибо за лайки и комментарии. Ну и, конечно же, жду вас в следующих моих видео. До скорой встречи. Пока-пока.